All right, last hour. Так, последний час. Ready? Готовы? Ready for the last hour. Готовы к последнему часу? Wake up. Проснитесь. This is good talk. Almost done. Хорошая тема, почти закончили. And I need your brain to be awake for this part. И сейчас мне нужно, чтобы ваши мозги не спали во время вот этой части. Because you might walk away with just some random words I said, and then we'll be in big trouble. Иногда, иначе вы можете уйти сюда с некоторыми обрывистыми фразами, которые я буду говорить, и тогда у нас будут у всех большие неприятности. All right. So, talking about this, basing Говоря об этом, основываясь на всем этом, that they motivate us. New Testament examples. что Motivate. новозаветные примеры нас мотивируют, They show us methods, показывают нам методы, and they show us what can be done, not what must be done. и показывают, что можно делать, но не то, что обязательно нужно Here is делать. my overall general conclusion of what I'm trying to say. Вот к какому общему выводу я прихожу. Nowhere are the actions in the New Testament, the examples in the New Testament, presented as a pattern that churches of later times must follow. Нигде действия новозаветных церквей не преподносятся как образец для подражания, которому обязаны следовать церкви в будущем. When you write that down, please tell me in your own words what that says. Теперь, когда это все запишете, мне своими словами скажите, что это значит. We don't have to follow what they blindly follow. Okay, good. There's a little bit of interpretation. Ну, in здесь that. немножечко уже добавлено толкование своего. Okay, what else? Еще кто-то. Кто может это сформулировать своими словами, как он это понимает? Да, когда закончите писать. Yeah. Вопрос. Okay. А где тогда пример для подражания, которому должен следовать церковь? Then where is the example that we ought to follow as church? Please rephrase this in your own words. I want to hear how you understand it. Пока нет, пока давайте без вопросов, пока просто попытайтесь это сказать своими словами, чтобы я понял, как вы это понимаете. Просто перефразируйте эту же мысль своими словами. Действия новозаветной церкви – это для нас пример, но не закон. Okay, good. Хорошо, мне понравилось. Да, то, что дается нам в Новом Завете, это просто принципы, которые нужно делать, следовать, но это то, что мы обязаны. Do you understand this first part, this first word? Вот это слово «нигде», вы понимаете? It's a big word. Такое важное, значимое слово. Nowhere. Нигде, значимое слово. That's an uncomfortable word. Неудобное слово. Even for me. Даже для меня неудобное, когда я преподаю это. There are still a few things where I think, well, maybe not this, but then I'm back at interpreting based on my own experience and my own. Почему? Потому что иногда хочется сказать, а вот это может быть все-таки да, и начинаю добавлять какие-то собственные домыслы, какие-то собственный опыт. Or to say that most of them are not laws. И знаете, как хочется сказать, большинство действий новозаветной церкви не преподносится. Because if we say all, then I'm just, what about this? What about this? Потому что когда я говорю это слово «нигде», я начинаю думать, ну а как же вот этот пример, или вот этот пример. But then if we don't say all, Но если не or сказать, что nowhere, «нигде», then we are leaving up the interpretation based on my experiences, what I feel. если мы этого не скажем, значит, по сути, мы людям позволим на основании своих каких-то
собственных толкований, собственного опыта принимать это решение, какое And выбирать, we какое не very выбирать. quickly run into the problem we talked about yesterday. И тогда очень быстро мы столкнемся с той проблемой, которую освещали вчера. When I said we cannot bring a coat to Paul, Когда я говорил, что Павлу филонь мы принести не можем, but 1 Corinthians 16, но that's 1 a command. Коринфянам 16, мы говорим, это заповедь для нас. And so if we start picking and choosing the places, then we're going to start getting into this bad exegesis and bad hermeneutic. То есть как только мы начнем выбирать, что подходит, что не подходит, выбирать места, то начнется и плохая экзегеза, и приведет к плохой герменевтике. So what I'm saying is the examples themselves То есть, но посмотрите, что я говорю, примеры, сами примеры have no inherent authority. не имеют какой-то наследственной как бы, власти над нами. The example itself is not the requirement. То есть сами примеры не являются обязательными. And don't fool yourself. Every single church does not, we'll say it this way, every church does not believe that we're supposed to follow every example in the New Testament. И не обманывайтесь, потому что ни одна церковь не верит в то, что мы должны подражать всему, что делала церковь первого века. We all agree, in this room at least, that we can be baptized inside. Например, мы все здесь, я так понимаю, согласны, что можно и в помещении креститься, а не только где-то в естественном We водоеме. all have examples that we say, no, not that. То есть примеры четкие в Новом Завете, от которых мы говорим, ну нет, ну это не ограничивается только этим. Okay, so for example, Например, Tabitha, she did good deeds for the saints. Тавифа творила добрые дела для святых. Do we do good deeds for the saints because Tabitha did? Мы с вами творим добрые дела для святых, потому что так Тавифа делала. То есть из-за чего мы творим дела для святых? Добрые. Why do we do good deeds? Why do we? Почему мы делаем людям добрые дела? Okay, right, Jesus. Правильно, Иисус так учил. И еще можно сказать, обобщить, служите тем даром, который имеете. То есть не обязательно все должны шить. Okay. Какой дар имеете, тем и служите. Okay. Хорошо. Alright. Okay, I see the connection now. Понятно? Right. We do not do good deeds because Tabitha То did. есть мы с вами творим добрые дела не потому, что мы говорим, ну так же делала Тавифа. The example of her doing that is not inherently a command for us. Ее действие, то есть ее пример того, что она делала, не является для нас самим по себе заповедью. Her doing that has no authority over me. То есть ее такие действия не являются теперь обязательно и как бы вот таким обязательным законом для меня, что я так должен делать. Peter prayed on a rooftop at noon. Петр полдень молился на крыше. Okay, let's just say, of course, not on a rooftop, even though the example was on a rooftop. Ну, Say, хорошо, not that. скажем, ладно, ну не на крыше, хотя, например, в том примере он был именно на крыше, ну ладно, опустим крышу. What about praying at noon? Ну, а вообще сама идея молитвы в полдень. Do we pray at noon because Peter prayed at noon? Мы с вами молимся именно в полдень, потому что, говорим, вот так же Петр молился. В полдень. Do we pray because Peter prayed? То есть мы молимся. Почему? Потому что говорим, ну мы молимся, потому что Петр же молился, надо и нам молиться. Так мы объясняем, почему мы молимся. The example itself Сам по себе пример has no inherent authority over me. не несет никакого как бы для меня конкретного закона. Пример не является для меня законом. I don't pray because Peter То prayed. есть я молюсь не потому, что молился Петр. I pray because Jesus said to pray. Я молюсь, потому что Иисус говорил, чтобы я молился. I don't pray at noon Я не every day. молюсь в полдень каждый день.
I don't think any of you do, but I guess you might have Я не знаю, может быть, 15 minutes ago. и вы, никто в полдень именно в 12 часов не молится, хотя, может быть, 15 минут назад кто-то специально помолился. I hope you're seeing the То есть difference. я надеюсь, вы видите различия. We don't do something because of the example. Мы, когда что-то делаем, мы делаем это не потому, что так видим в примере, We do it because of something else. а так, потому что так где-то в другом месте сказано. Paul and Silas sang when they were in prison. Павел и Сила пели, когда были в темнице. If I go to jail, Если меня посадят в тюрьму, am I sinning as a Christian? Let's say I went there for I wasn't guilty. например, невинного меня за что-то посадили в тюрьму. Okay. Am I sinning because I don't sing while I'm in prison? Можно будет сказать, что я буду грешить, если в тюрьме петь не буду. No. The Нет. example itself Потому что has сам no по себе authority. пример не имеет надо мной власти. Why did they sing? Почему они пели? Encourage each other, praise God. Ободряли, прославляли Бога. Those things come from different teachings, Это мы можем взять из разных учений, из разных мест, где об этом говорится. but the example itself has no authority on Но me. сам пример над нами не властен. Он не может нас заставить то же самое делать. Now, all of you, I think, agree with me on everything we've just said, in the last 10 minutes. I think Все, что я сказала в последние 10 минут, я вижу, что вы вроде как согласны. that these examples Что don't это всего лишь require us. примеры, и они не требуют, чтобы мы поступали точно так же. But then there's Acts 20, verse 7. Но затем Деяния 20, стих 7. What do we do? Что мы делаем? Let's think through it together. Давайте поразмышляем. All right, let's go ahead and read verse 7. Далее, прочтите, кто уже открыл. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться на следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. Okay. On the first day of the week, Первый же день недели. not the Soviet first day of the week, Только не в советский первый день недели, but on Sunday, а в воскресенье. when we were gathered together to break bread. Когда ученики собрались для преломления хлеба. Let's think, what is the background of what's being said? What is Luke writing about? При каких обстоятельствах это написано? То есть о чем здесь пишет Лука? Собралось собрание. Bigger picture. Еще более общее Not just this обстоятельство. verse. Общий фон. Вообще, для чего Лука пишет? Mila? Павел организует церкви, он путешествует, идет из одного места. Paul is on his missionary journeys, he's traveling. Так, итак, Павел находится, немножечко перефразируем мы потом этот вопрос, может быть, Oh, yeah. на каком общем фоне это написано? На фоне чего это написано? Вот так вот. Или в These are questions of context. When we в started, контексте чего это написано? Наверное, лучше всего будет why was this written? What was то есть going для чего on? это было? Что происходило в то время, когда это написано? Итак, Павел путешествует. Миссионерские путешествия Павла. He is stopping somewhere for a time. И он останавливается в определенной местности на какое-то время. Is Luke giving a list of commands? Перечисляет ли здесь Лука список разных заповедей? No, he's telling a Нет. story. Он Telling a рассказывает story about how историю. Paul was traveling. Это была история о путешествиях Павла. Okay, now let's ask this question. What was going on here? What's happening? А теперь к right этому вопросу вернемся. При каких обстоятельствах, какие обстоятельства здесь именно описываются? Ну, в стихе или в общей картине? Either one of this little section. В этом разделе. То, что Павел прибыл в определенный город, Троаду, скорее всего, и решил собрать учеников, чтобы провести с ними вечерю. Ну и как урок вместе с вечерей.
You said something there, I think, that's not there. You said Мне he кажется- gathered the people Мне together. кажется, вы сказали то, чего в тексте нет. Вы сказали, он собрал учеников. Где в тексте Да, что? почему я так сказал? Потому что здесь написано, что ученики собрались, но в оригинале стоит форма пассивного слова, то есть кто-то их собрал, не они собрались. В оригинале так написано. In passive, that would be something. То есть, итак, они были собраны. Okay. Okay. В шестом стихе это какие-то пасхальные дни, возможно, какие-то связанные с Пасхой. Unleavened bread, 5 days. Yeah. Okay. So this is just right in the middle of a story. Итак, мы как бы читаем историю, и вот где-то в середине истории такой эпизод. And Luke says, and they came together on the first day, and they broke bread together. И Лука говорит, вот в первый день недели они собрались вместе, преломили вместе хлеб. Okay, let's think about the context, the background of the Lord's Supper. Давайте посмотрим тогда о предыстории, вообще, предысторию вспомним вечери Господней, контекст вечери Господней. What did Jesus command? Что Иисус заповедал по поводу вечери? Мои воспоминания делать. Do it in my memory. Так, делайте мое воспоминание. Еще что заповедал? И всякий раз, когда вы это делаете, чтобы вспоминали. Every time you do it in Всякий раз, remembrance of me. когда вы это делайте это мое воспоминание. When did Jesus require that they did it? Иисус сказал, когда именно они должны это делать? Нет. He did not. When did Нет, не Jesus do сказал. it? А сам Иисус когда это сделал? На Пасху. Thursday or Friday, Либо в четверг, либо в пятницу. depending on how you interpret. В зависимости от того, от там, тонкости толкования. So not Sunday, То есть установил он не в воскресенье. but he didn't say Но when to do it. он не Jesus did not. сказал точно, в какой день проводить ее. Okay, what did in 1 Corinthians 11:20? Let's look at that. Давайте посмотрим 1 Коринфянам 11:20. Далее вы собираетесь так, что это не значит читать вечерю Господню. There's an implication here, Здесь кое-что подразумевается. but it is just an implication. Но всего лишь подразумевается, как бы читается между строк. That is, when they were getting together to take the Lord's Supper. То есть, значит, получается, они собирались для чего? Чтобы принять вечерю Господню. He connects those. Он это он здесь, то, о чем говорит, связывает с He вечерей. said, when you get together, that's not the Lord's Supper, Он говорит, вы когда собираетесь, у вас это не вечеря получается. implying that they were getting together to share the Lord's То есть Supper. это что подразумевает? Что они собирались как бы на вечерю. But it's an implication. We're not, that's not. Но хотя он 100%. и не говорит, что вы собирались на вечерю, но из того, что он говорит, понятно, что они собирались на вечерю. What does Paul say about the frequency? А что здесь Павел говорит о частоте таких собраний? He doesn't. Ничего не говорит. The one thing he does is quote Jesus as saying, as often as you do this. И единственное, что он делает, он цитирует Иисуса, говорит, вот всякий раз, когда вы это делаете, он тоже так говорит. So in the specific sections of Scripture that talk about the Lord's Supper, specifically, what do we know about when it was supposed to be taken? То есть в конкретных местах Писания, где именно учится о вечере Господней, что нам известно о том, когда это должно происходить? Ничего не интересно. We don't. Ничего. Не знаю, когда. We don't. All right, so let's go to Acts 20. If you're- Теперь возвращаемся к Деянию 20 главу. Now let's read 1 through 12. И прочтем стихи с 1 по 12. Кто хочет? По прекращении мятежа Павел призвал учеников и дал им наставление, и, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же эти места и преподав верующим отдельные наставления, пришел в Илладу. Там пробыл он 3 месяца. Когда же он в случае возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии, Сосипатр, Пиров, Вериянин и из фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гаий, Ильянин и Тимофей, и осийцы Тихий и Трофим.
Они, пройдя вперед, ждали нас в Трае. А мы после дней опресночных отплыли из Филипп, и дней в 5 прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней. Первый день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон, и, пошатнувшись сонный, упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, садя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого, и немало утешились. Okay, there's the whole context. Вот наш общий контекст. Imagine you were reading this without a single verse number. Предположим, что вы читали это, не имея разбивки на стихи. What would you have grabbed onto in that story? За что бы вы особенно схватились в этой истории? Схватились. То, что они What's that? Oh, right. Yes. What? That's amazing. Удивительно, да? This kid fell out of a window. Падает с окна, попадается в окна, умирает и воскрешен. Wow. Ничего себе. What direct commands do we have in this section of scripture? Какие явные прямые заповеди мы здесь находим в этом отрывке Писания? Amen. Аминь. There are no direct commands. Никаких прямых заповедей в этом отрывке. Why did Luke record this? Почему Лука написал эту историю? It's telling the story. Он хотел рассказать эту историю. The focus seems to be about the thing that happened. That И особенно, мне кажется, почему он рассказывает, чтобы показать, что в тот день произошло. Contextually, what do we learn about the Lord's Supper from this verse? From these verses? Из контекста, что мы узнаем о вечере Господней здесь? Первый день недели. Задержалась до ночи. We know they had it. Мы знаем, что они проводили ее. We know it was the first day of the week. Мы знаем, что у них это был первый день недели. That's all. И все, что They had it. It was the first что day они of the week. проводили ее в первый день недели. Does this example itself have an inherent authority over when we are supposed to take it? Является ли этот пример для нас, как бы он обязывает ли нас этот пример и говорит ли нам, что смотрите, вы тоже поэтому должны в первый день недели это делать. Let's think about it. Но давайте подумаем. There are some assumptions made with this verse. Когда читает этот стих, строится следующее предположение. Give you a second to write it. Вот это предположение, я дам вам время его записать, I want you to be with me. чтобы вы потом меня могли слушать. Могу я уже говорить? Да или нет? Что я там слышу? This is my fault, of course, because I put the words up there. Это все моя вина, я сам вот это на экран ставлю, потому что
I accept that. Я эту вину принимаю. The assumption is Итак, предположение какое строится? Acts 20 verse 7 is the only day of the week mentioned when the Lord's Supper was taken. Деяние 27. Единственный день недели, упоминаемый в связи с вечерей Господней. Therefore, we have no authority to do it on any other day of Таким the week. образом, у нас нет права проводить ее в другой день. This argument assumes some things. Этот аргумент строится на некоторых предположениях. First of all, that Jesus intended the Lord's Supper to be taken only on Sunday. Во-первых, это предположение строится на том, что получается тогда, что Иисус хотел, чтобы вечерю Господню проводили только по воскресеньям. Did he say that? Говорил об этом? No. Did he do that? Но он сам это сделал, провел на воскресенье? No. Нет. One man in Scotland in the 1800s who knew of the Campbells and the Restoration movement. Один человек в 19 веке, который хорошо узнал Кэмпбелла, хорошо знал движение реставрации. He was a supporter of the idea that Christians should take the Lord's Supper on Sunday because of this verse. Он выдвигал идею о том, что христиане должны принимать вечерю Господню именно в воскресенье на основании данного стиха. But his belief was that they had to take it at least on Sundays. Но только он высказывал идею иначе. Его идея звучала так, что они должны принимать вечерю как минимум в воскресенье. Because we see that's what happened in Scripture. Потому But что, maybe they could take it any other то есть day. на основании этого отрывка он говорит, мы видим, что как минимум в воскресенье они проводили, а может быть другие дни тоже проводили. But they must take it on Sunday. Но в воскресенье, он говорит, обязательно должны проводить, потому что мы видим, что они обязательно. As the Restoration movement grew in America, that view changed to be only on Sunday. Затем реставрационное движение реставрации, когда набирало силу в Америке, уже немножечко это учение изменилось на только в воскресенье. But there was a thought, a teaching that it Но was at least on Sunday. изначально звучало немножко мнение иначе, что как минимум в воскресенье. There's also an argument based on what we call the law of exclusion. Также есть так называемый закон исключения. И вот на основании этого закона тоже есть определенные доводы. That is, God doesn't need to tell us when not to take it. All he needs to do is tell us when to take it. Знаете, этот закон исключения позволяет что? Богу не нужно перечислять нам все эти дни, когда не нужно проводить что-то. Достаточно просто сказать, когда нужно проводить. God told Noah, go for wood. Если Бог сказал Ною гофер, He didn't need to tell Noah, not pine, not а oak. ему не нужно было уточнять, смотри, ни сосну, ни березу и так далее не бери. There's a problem with that. Но тут тоже есть проблема с таким подходом. God commanded Noah to use a certain kind of wood. Бог именно заповедь дал Ною использовать конкретное дерево. When did he command Christians to take the Lord's Supper? А когда он заповедал христианам принимать вечерю Господню? Didn't. Он or just to He take it? didn't. God did not command Christians to take the Lord's Supper. Но Бог A получил day of the week. first day, or just command to take the Lord's Supper. He didn't give us a command on when to take the Lord's Supper. Okay. Но Бог нам не давал заповедь, когда именно принимать вечерю Господню. Now, if the story read, and Noah used gopher wood to build the ark, И если бы история шла так дальше, и Ной взял из гофера, из него построил ковчег, we would have no idea whether or not that's what God wanted, or if that was just what Noah did. и если нам бы не было сказано, что Бог ему сказал использовать гофер, а просто было написано, что Ной использовал гофер, мы бы теряли в догадках. Бог ему говорил использовать, или он сам выбрал именно это дерево. Jesus said, do it. He didn't say when. Иисус сказал, проводите вечерю, то есть делайте вечерю, но не сказал когда. So the mere fact that the Christians at Troas ate the Lord's Supper on the first day of the week is insufficient to tell us the specific time we are supposed to take it. То есть сама пример общины в Трааде, которая принимала вечерю в первый день недели, этот пример сам по себе недостаточен для того, чтобы сказать нам, что только в воскресенье мы должны проводить It doesn't вечерю. tell us why they did it on
on the first day. Более того, здесь не объясняется, почему они именно в первый день недели ее It's not проводили. there. То есть здесь этого нет. Another assumption. Еще одно предположение. Write fast. Пишите побыстрее. Давайте, пишите второе предположение. Побыстрее. If he would take, he or they? That is, if he had Yeah. taken the Lord's Supper on other days, or they, it could be he. Yeah, he. I'm going to start taking away test questions for the first people who are done that. Знаете, наверное, на тех, кто будет писать быстрее, я сделаю награду. Буду исключать несколько вопросов из теста. Okay, I'm going to start talking. Так, я начинаю говорить. It says in verse 6, В 6 стихе сказано, we stayed in Troas 7 days. где пробыли 7 дней, правда. And then, on the А first day of the затем, week, первый we took день the Lord's недели, Supper. мы принимали вечерю Господню. So the assumption is, Что предполагается из этого? he must have known the church took the Lord's Supper on Sundays. Павел, скорее всего, знал, что церковь будет принимать вечерю Господню в воскресенье. And so they waited until Sunday to take the Lord's Supper. Поэтому они ждали до воскресенья, чтобы вместе с ними принять эту вечерю. That is, if if they had taken it on other days, why is it only written about the Sunday, the first day? То есть, если в другие дни, когда они там были, они тоже принимали участие в вечере, то почему здесь упоминается или акцентируется вечеря именно в связи с первым днем недели? That could be right. Вот это может быть совершенно правильно. The problem is, it could also be wrong. Но с другой стороны, может быть и неправильно. Because we don't know why. Потому что мы не знаем, It почему. doesn't say why. Нам не объясняется, почему так было. Maybe Sunday was mentioned, the first day was mentioned because of what else happened on that day. Может быть, упоминается этот первый день недели именно в связи с какими-то другими событиями, которые произошли в этот день. You know how he raised someone from the dead. Вы теперь узнали, как он воскресил человека из мертвых. That's a pretty big deal. That's a pretty Вот в interesting thing. чем здесь особенно выделяется этот день, потому что произошла очень интересная история в этом день. It is a fact that they gathered together on the first day of the week, Это действительно факт, что они собрались вместе первый день недели, that they shared the Lord's Supper, что они провели вечерю but Господню, we can't clearly infer as to why that day or why there. но неизвестно, почему именно этот день упоминается, и почему именно тогда упоминается. Therefore, your opinion is just as good as mine. Поэтому ваше мнение имеет тогда право на существование, так же, как и мое мнение. Почему? Suppose Luke hadn't written this. Suppose it happened on a different day. Imagine if it happened on a different day. Предположим, Лука этого не писал. Предположим, what happened, resurrection or what? This story. Imagine that this story had happened on a different day. Предположим, что эта история, которая здесь описана, произошла в другой день. And
Luke had written on the second day of the week, when we gathered together to sing songs, Paul preached late into the night. Предположим, что Лука написал бы так. Во второй день недели, когда мы собрались спеть гимны, Павел продолжил слово до полуночи. And the guy fell asleep. И затем юноша заснул, упал. Would we take from that we must sing songs only on the second day of the week? Тогда, как вы думаете, из такого бы стиха мы могли заключить, что гимны хвалебные нужно петь во второй день недели? I don't think that we would Вряд ли think мы that. пришли к такому выводу. But we have essentially taken that position because of the Lord's Supper. Но по сути, по отношению к вечере Господней, мы заняли такое положение. It doesn't necessarily imply that this was the only day. То есть здесь не обязательно подразумевается, что это был единственный день для этого. Even though it's a natural implication, it's not a bad Хотя, assumption. естественно, как бы получается именно такое, как получается из текста. The example itself was not meant to have authority or to teach us. Но, It's несмотря just на the это, example. пример всегда давался для того, чтобы показать пример чего-то, а не для того, чтобы обязать кого-то что-то делать. Assumption. Следующее предположение. А вопрос нужно? Uh-huh. Вот если Павел ждал в Троаде 7 дней, значит, он в первый день недели тоже там был, но, наверное, не успел попасть на собрание. I don't know. We don't know the days. We don't know the days of the week. We just know he was there for 7 days. Только знаем, что 7 дней. I'm hot and everything's open. Мне жарко, а все открыто. Feel free to write these in your own words. Можете перефразировать, чтобы быстрее писать, если хотите. For example, maybe just write, the assumption is that the only approved day we can take it is Sunday. Можете просто написать предположение, что мы единственный как бы одобряемый день, когда мы можем принимать ее, воскресенье. То есть одобрен только воскресенье. This is the last one. Это последнее. The assumption is, Итак, предположение. Paul obviously approved of the Павел, time. очевидно, одобрял то время, когда проводилась вечеря Господня. And we don't have any evidence that he approved any other day. Но у нас нет никаких доказательств, чтобы он одобрял какой-то другой день. But we've mentioned already that an approved action does not require its imitation. Но мы знаем из других мест, что одобренное действие не обязательно требует полного подражания. What else did Paul approve in this story? Что еще одобрял Павел в этой истории? Sleeping while he was teaching. Сон во время проповеди. An upstairs room. Он одобрял здесь, что это был не первый этаж, что это была верхняя. Preaching until midnight. Но еще, как можно сказать, что получается проповедь до полуночи Павел одобрял. Fellowshipping with the disciples until morning. Общение с учениками до утра он одобрял. It was okay for a man to sit in the window. То есть ничего страшного было, если ты сидел на подоконнике, то есть в окне. These are all apostolic approved То есть здесь, examples. получается, все эти примеры апостол одобрял. But Он не выступал против. we don't argue that we have to do Но мы any of не these говорим, other что things. мы тоже сегодня обязательно так должны делать. Some people truly do believe, or have believed at least, that we should only take the Lord's Supper in the evening. Были люди, которые искренне верили, что вечерю Господню нужно принимать только по вечерам. It's called the Lord's Supper or the Они говорят, evening. видите, это же называется вечеря Господня.
So Alexander Campbell, maybe you've heard of him, Александр Кэмпбелл, может быть, вы это имя слышали, Restoration movement, это представитель where our движения. modern understanding of churches of Christ have come from. Именно оттуда, там вот были четко сформированы вот учения Церкви Христовой, эти, которые сейчас мы имеем. He said himself, Он сам сказал, bad logic to draw a general conclusion from any particular just occurrence, something that happened. он говорит, это не совсем правильная логика приходить к каким-то четким утверждениям просто на основании описания какого-то действия. Because we can't say for sure why that happened at Потому that что time. трудно сказать, почему это действие произошло, по каким причинам в то время. So, finishing up this, Итак, подводим итог. what I am not saying to you, Чего я вам не говорю, не пытаюсь, что я вам I am говорю. not trying to convince you Я не пытаюсь вас убедить, that taking the Lord's Supper on Sunday is bad. что принимать вечерю Господню в воскресенье плохо. I'm not trying to convince you that taking the Lord's Supper every Sunday is bad. Я не говорю, что принимать вечерю Господню каждое воскресенье плохо. I'm not trying to convince you that taking the Lord's Supper only on Sundays is bad. Я не говорю, что принимать вечерю Господню только по воскресеньям это плохо. 1 Corinthians 16, which talks about the collection, 1 Коринфянам 16 глава, где говорится о сборе, shows us that Paul at least understood that they got together on the first day of the week so that they could collect the money. нам, что Павел признавал, что они собирались вместе первый день недели, говорит, как бы собирали деньги. So it seems like there was a tradition То for the есть, church to do похоже, that. то в церкви уже тогда была традиция так поступать. Obviously, Sunday is very symbolic, very important for a Christian. И очевидно, что воскресенье, воскресный день очень имеет символичное и важное значение для христиан. Acts 27, verse 7 shows that it was done on a Sunday. И 20 глава Деяний 7 стих показывает нам, что это происходило именно в воскресенье. It shows that, yes, Paul did accept that it was done on that day. Показывает, что Павел это принимал, одобрял, что это именно происходило в тот день. Plus, in early Christian history, we know they got together on Sundays and Из shared the Lord's ранней Supper. истории, то есть из исторических документов ранней церкви известно, что христиане собирались именно в первый день недели. I think there is very good evidence and very good reason for us to take the Lord's Supper every Sunday. Поэтому я считаю, что есть очень много веских, поэтому довода в пользу того, чтобы мы принимали вечернюю Господню каждое воскресенье. What we are trying to say, what I'm trying to say Что я пытаюсь вам сказать? is that a single example should not be viewed in and of itself as binding. Нельзя только один пример рассматривать как обязательный закон для подражания. If the only evidence we have for something is just a passing part of a story, Если единственный упоминание чего-то у нас есть только так вот, в какой-нибудь истории мимолетом что-то упоминается, we need to be very wise in how we interpret it for ourselves нужно очень мудро отнестись к этому в том, как мы для себя это истолкуем, and how we expect others to follow it as well. и как мы будем, какие у нас будут ожидания к тому, как другие люди должны в этом поступать. So here's where we are now in our study. Итак, где мы теперь оказались с вами в процессе наших изысканий? I believe that Я we верю, should take the Lord's Supper on Sundays. что мы должны принимать вечерю Господню по воскресеньям. This is my personal belief. Это мое личное убеждение. I think we should do it every Sunday. И я считаю, что это мы должны делать каждое воскресенье. I'm uncomfortable with doing it on other days of the week. Мне очень неудобно от мысли того, чтобы принять вечерю Господню в какой-то другой день недели. I've been to weddings here in Ukraine, at Churches of Christ, that Кстати, will serve communion to the couple getting married. я здесь, в Украине, бывал на некоторых церковных венчаниях, когда после венчания паре преподносили вечерю, чтобы они вместе ее разделили. Which is on a Saturday И это было or a субботу different day. или какой-то другой день. I'm uncomfortable with Мне it, это неудобно. То есть я чувствую себя неудобно в этом. but what do I do with the person who disagrees with me? Но что мне делать с человеком, который со мной не согласен в этом What do I вопросе? do with the church that serves communion to the couple getting married on Friday? Что мне делать с той общиной, которая подала этой молодой паре вечерю в субботу? What do I do with the church that takes communion only once every 4 times a year, every quarter? Что мне делать с церковью, которая принимает вечерю раз в квартал? Who are they to me? Кто они мне такие?
And my brothers Братья in Christ, because во they take the Христе. Lord's Supper once every 3 months. И если они принимают только раз в 3 месяца вечерю. How do I interact with someone who disagrees with what I И believe? как мне The Bible вообще teaches. общаться с людьми, которые по-другому понимают то, что я понимаю из того, чего учит Библия? That's what we're ending with tomorrow. Вот это и будет наш заключительный урок завтра на эту тему. So before we're done today, Поэтому сегодня, перед тем, как мы закончим, comments or questions хочу on спросить у this вас, topic? есть вопросы или комментарии по этой теме, то есть, которую мы сегодня рассмотрели? Or feelings? Или какие-то чувства, может быть, возникнут? Ну, чувство, Ирина? я бы к объяснениям тому, почему я принимаю воскресенье, плюс еще свое мнение, что праздником для нас является даже не так день смерти Иисуса Христа, а именно то, что Он не только умер, а воскрес, а это воскресенье. Это праздник для нас, день особенный. That goes, along with what I was saying, that Sunday is an important day for Christians. Да, это то, что я говорила, что воскресенье это действительно был знаменательный день для христиан, стал знаменательным. What are thoughts? Еще есть мысли? Я думаю, разбирая тоже, если мы идем по книге Деяний, смотрим, то понимаем вот во 2 главе, что говорится, каждый день немножко пребывали в храме и преломляли по домам хлеб. То есть это было каждый день для них. Потом мы читаем по истории то, что они продавали квартиры, продавали свои дома. То есть они были постоянно церковью вместе. Для них это было нормально. Но сейчас, в нынешнем веке, когда мы живем, для нас ненормально каждый день находиться вместе. Мы не можем, потому что у одних одна работа, у других другая. И поэтому отделив для себя какой-то отдельный день, но это не потому, что мы так захотели, а потому что есть некоторые аспекты, на которые мы обращаем внимание. Поэтому то, что этот воскресный день является все-таки, как бы более правильным выбором. Good observation. Хорошее очень наблюдение. Just one note Но about that. одно замечание. There is in the Greek 2 different versions of breaking bread and breaking the bread. В греческом языке есть 2 разных выражения для преломления хлеба. Один с определенным артиклем, а один без определенного And артикля. so it's considered that when it says just bread, that it was just a meal time. So that's extra. That's either X2 or X4. I'm just saying Я you не have to be aware помню, of that. там в одном из этих мест, либо во 2 главе, либо в 4 главе Деяний, это имеется в виду преломление хлеба без определенного артикля, таким образом просто трапеза, просто кушать, то есть That не means it вечеря. doesn't necessarily mean they were having the Lord's Supper. То есть, вот когда определенный артикль стоял, там подразумевалась конкретная вечеря. А так, когда без артикля, скорее всего, любое это была совместная просто еда. Just something to keep in Ну, это mind. просто вот такое наблюдение, о котором вам важно знать. Ну, допустим, дни считались до дня Пятидесятницы, 70 дней, от шаббата до шаббата, от субботы до субботы. А 50-й день это был день воскресенья. Historically, that's what we see. Исторически это действительно то, что мы That видим. Sunday turned into something Что important. воскресенье действительно стало значимым днем. But that doesn't mean the Lord's Supper cannot, based on the examples, No. doesn't mean the Lord's Supper cannot be taken on the Но enemy. если мы остановимся только на примерах, да, тогда мы не можем сказать, вот, нельзя ни в один другой день. Можно еще хочу сказать мысль, такую выразить по поводу причастия. Иисус сказал: делайте это каждый раз в мое воспоминание. А те собрания, которые собираются и утверждают, что не вспоминают Иисуса, а трапезу не разделяют, как бы не полностью выполняют повеление Иисуса Или об Христа. Иисусе не вспоминают. Или не Не вспоминают. вспоминают, только не о смерти и воскресенье. Чего только не о смерти и воскресенье. А если Иисус вспомнили о смерти и воскресенье, делайте это. То есть это ему заключение, исходя из этих вещей, как это. И в доводы, когда я беседую с людьми, я привожу пример с людьми, что когда мы собираемся, встречаемся, то мы вместе преломляем хлеб. А Иисус с нами, Он не может оставить нас без хлебопреломления в воскресенье. У нас, говорю, в Церкви Христовой, каждое воскресенье мы преломляем хлеб. And those are fine thoughts. Это очень хорошие мысли. But we need, as students, we need Но to как be aware of студенты when Библии мы we're должны просто знать, applying our own interpretation and reasons versus what we actually know in the в Bible. каком смысле мы используем все-таки свое толкование, привносим, а где именно, что именно Библия по этому поводу. Because that's important То есть when видеть эту people разницу. disagree with us. Это потому что это становится очень существенно, когда какие-то разногласия появляются. Neil. Я знаю людей, которые считают себя искренне верующими христианами, и я лично не сомневаюсь в том, что они искренне верующие христиане, которые, например, принимают преломление раз в год, просто раз в год,
Есть тоже, которые делают это раз в месяц, и есть те, которые делают это каждый день. И они тоже думают, что другие группы верующих людей поступают неправильно. Поэтому, мне кажется, нужно быть очень аккуратными нам, не осуждать то, что кто как верит. Yes, that's where we're going Об tomorrow. этом Okay? мы завтра поговорим. Ну, не знаю, из всех вот тех предположений, не знаю, почему-то я пришел к такому выводу, что, по сути дела, в принципе, как бы вечеря — это момент воспоминания вот, того, что Христос дал нас путем через крест, воскресенье. Почему именно воскресенье? Ну, в принципе, можно предположить, что, это тоже это такое предположение, что не упоминалось бы в Библии, вот, именно в этом стихе, что именно седьмой день. Точно так же, как и про дерево. Почему именно из такого дерева сделано ковчег? Вот, это еще один момент. И, ну, как я считаю, то есть, в принципе, вечерю можно проводить каждый день, но как бы для чего? Чем чаще ты вспоминаешь о том, что сделал для тебя Иисус, тем меньше желания, меньше каких-то моментов. Ты чаще задумаешься о том, чтобы пойти здесь не совершить, где-то здесь не сделать какой-то проступок. Потому что у тебя постоянно это в голове. Но как бы раз в неделю это тоже принято, не знаю, традицию уже. Ну и в принципе, как бы воскресенье знаменательный день, то, что Христос воскрес. You know, one of the reasons why people argue for not taking it either every day or every week is because we get too used to it and we don't take it seriously. Вы знаете, один из аргументов, который люди высказывают, почему они не хотели бы принимать вечерю каждый день или даже каждое воскресенье, потому что они говорят, мы не хотим, чтобы это превратилось в обыденность, мы не хотим просто к этому привыкнуть, чтобы это была обычная привычка. You just said, like, Вот if we именно take it того, every что day, вам подобное keeps it in сказали. mind. А вы нам рассказали, что если каждый день проводить, то есть ты постоянно об этом будешь думать. But then another person А comes along другой and says, человек no, that скажет, makes нет, it я вижу это not по-другому, для меня это станет менее значимо тогда, обыденно. Видите, как разные могут быть как бы, мысли по этому поводу. Если бы смерть Господню восвящали, то логически, буквально мы должны это в пятницу тогда делать. Воспоминать. Как Иисус воскрес, These are, yeah, thoughts, interpretations. Опять-таки, это все наши мысли, все наши толкования. Okay, I am excited about tomorrow Я очень с нетерпением буду ждать завтрашнего урока. and I'm a little sad. It's our last day together. Но с другой стороны, мне будет очень печально, потому что это наш будет последний день занятий. Yeah. Ну да. Спасибо. Chapter 9, 9 глава, which is pages 127 through 138. 127 по 138. 11 pages. 11 pages. 11 страниц. Okay. So. О, Знаешь, что